День добрый. Всем привет, друзья, и привет с Ольштина. Это наша вторая серия, наш второй ролик с этого чудеснейшего города. Если вы смотрели мой ролик первый, то вы знаете, что мне осталось рассказать вам легенду о Копернике, и также я сейчас пойду в замок. Если вы не видели, то ссылочка появится тут. И, как вы видите, место с Коперником очень знаменито. Почему? Сейчас все расскажу. Если вы хотите этот день провести со мной, то приглашаю. Также не забудь подписаться, нажать на колокольчик, поддержать меня лайками и обязательно напиши комментарий, потому что каждый ваш комментарий – это ваша поддержка мне и моему каналу. Ну что ж, начинаем! И напоминаю, что я в городе Ольштин, и мы находимся около скамьи Коперника. Есть два памятника в Ольштине Копернику. На территории замка бюст, а перед замком, перед входом в замок скамья Коперника. Фотографию я уже успела сделать, как вы видите, толпа не пропадает, но я успела сделать фотографию. Очень упшеймый пан сделал мне даже комплимент, что у меня почти не слышно акцент. Я вам говорю, люди в Ольштине очень добрые, очень чудесные, очень открытые на общение. Поэтому приезжайте в Ольштин за позитивными эмоциями. Что о Копернике? Какая же тут легенда? Как вы видите, в некоторых местах очень он отполированный. Почему? Почему? Потому что по легенде, если мы потрем нос Копернику, то нам будет сопутствовать удача и счастье. Скамья Коперника считается одним из самых популярных местом, одной из самых популярной достопримечательностью. Но тут всегда туристы, потому что очень добрая традиция связана, да, с этим местом. Кстати, фотографию я успела сделать, но нос еще не потерла, поэтому я сейчас буду возвращаться к нему и буду тереть нос, загадывать желания и надеяться, что удача и счастье будет за мной ходить по пятам. Ну а если говорить об этом памятнике, то относительно этот памятник молодой. Этот памятник был построен в 2003 году, и открытие этого памятника было приурочено 650-летию, как Ольштин получил статус города, и 530 лет, как родился Коперник. День рождения Коперника аж 530 годиков стукнуло. Ну что ж, дорогие, я на территории замка. Замок чудесный замок. Вы уже знаете мою любовь к замкам. За моей спиной вон там еще музей. Конечно же, я туда сейчас пойду, но немножко вам расскажу о замке. Замок официально называется замок Капитылы Варминский. И, конечно же, он построен во второй половине XIV века. Стиль готика. Сначала замок состоял из одного крыла, его окружали оборонительные стены
и ров. Ров вы видели в начале. Попасть в замок можно было по разводному мосту. Сейчас, к сожалению, нет этого разводного моста. И, конечно же, со временем тут все строилось, перестроивалось, достраивалось, поднималось выше и выше. Оборонительные стены вырастали. Замок в чудеснейшем состоянии. Маленький, честно говоря, внутренний дворик. Я думала, что внутренний дворик будет побольше, но тоже очень уютненько. Сейчас я пойду в музей и встречаемся уже тогда после музея. Об этих статуях мне очень мило рассказал продавец сувенирной лавки, потому что информацию в интернете и в гугле я не находила о них. А когда зашла в сувенирную лавку, очень много статуэток именно вот с таким силуэтом. И насколько мне смог объяснить продавец, что это еще со времен Пруссии. И эти статуи были приурочены к победам в различных войнах. И одним из заслуженных военных того времени, солдатов, рыцарей, просто эти статуи были освящены. Поэтому, если вы добивались каких-то высот в войне, вот такая статуя могла быть посвящена вам. Я уже после музея. Экспозиции там интересные и неожиданные. В принципе, музей небольшой. По карте поляка вход бесплатный. Сколько без карты поляка стоит вход, я не знаю, я не спросила. Но еще одна фишка есть. От июня вы можете подняться на эту башню. Сейчас, к сожалению, не сезон. То есть есть отдельный билет в музей и отдельный билет подняться в эту башню. Поэтому, если хотите поехать в Польшу, проезжайте тоже с июня, наверное, потому что я уверена, что будет просто безумный вид на целый город. Коротко о музее. Музей небольшой. Первый зал там посвящен текстилю конца 18 века, начала 19 века, а второй зал, второй этаж, мы поднимаемся, и этот зал посвящен будуарам, туалету женщин конца 18-го, начала 19 столетия. Неожиданно, да, потому что у меня что-то такое в голове, какой-то стереотип, что в замках, в музеях там всегда должны быть какие-то оружия, что-то такое историческое. А тут целый зал посвящен женщинам. Очень приятно, но неожиданно. Третий зал, галерея плюс мебли тоже конца 18 столетия, начала 19-го. Много залов, к сожалению, тоже сейчас закрыты, так как не сезон, хотя посмотрите, сколько людей. Это первый музей, когда в такой сезон я встречаю очень много людей. И действительно, внутри тоже много было посетителей. Это очень приятно. Сейчас что? Сейчас я пройдусь в парк. Тут еще есть Королевский парк, Королевские сады. И не скажу, что дальше, чтобы немножко поддержать интригу. Оставайтесь со мной. Ну что же, ребят, я нашла второй памятник Николаю Копернику. И посмотрите, просто в каком чудесном и красивейшем месте он стоит. За мной замок, там речка, мостик, по другую сторону красивейший костел. Боже, я прям чувствую дух средневековья. Да, я сейчас нахожусь в парке, парк Замковый. Немножко тут прогуляюсь и потихоньку буду путь держать к озерам. У стен замка сделана очень шикарная набережная, парк, мостики,
уточки. У меня такое ощущение, что тут по этой речке даже ходят какие-то лодки, потому что есть знаки специальные. Тут же пирс. Возможно, даже тут и ходит речной транспорт. Но, ребята, тут прекрасно. Действительно, тут очень прекрасно. Я, наверное, ощущала такие эмоции последний раз, когда была в Гданьску, что меня тоже город очень впечатлил. Тут Ольштин. Ну, Гданьск у всех на слуху. Ольштин. Ну, что такое Ольштин? Кого не спросишь, где-то там, не знаю, как в Польше поляков, но наших людей спросишь, что вряд ли кто-то скажет, чем знаменит Ольштин и что тут есть прекрасного. Но город действительно чудесный. Чудесный. И как хорошо, что у меня много времени. Как я уже говорила, что у меня поздний выезд, ранний был выезд сюда и поздний выезд в Варшаву. У меня достаточно времени, я не спеша прогуливаюсь, наслаждаюсь. Но я думаю, что можно даже сюда ездить и с ночевкой, чтобы тоже еще вечер тут провести. А вон там нашла еще памятник русалки. Вы знаете, у меня сейчас русалка с одним только ассоциируется, это с Варшавой. А может, это и в честь Варшавы эта русалочка стоит. За моей спиной замок, как вы видите. Если вы попадете в замок и будете гулять в парке Підзамча, то обязательно сходите еще в другую сторону, за замок, потому что за замком находится тоже очень историческая конструкция. Как вы видите, два моста. В Google Maps подается название, что это мост вызволения. Но я также нашла другое название, когда планировала свою поездку. Другое название это Виадук. Кстати, не помню, говорила вам или нет, что эта река называется Лейна, и она тоже протекает через Ольштин. Что кроме озер, кроме леса в Ольштине еще есть и река. Но расскажу немножко о этих мостах. Два моста, они два железнодорожных. В начале видео, первого моего видео с Ольштина, если вы не видели, ссылочка будет в описании, самое начало видео была поездка по этому мосту. Да, если вы едете с Варшавы или с Гданьска, то именно железнодорожный на поезде, то именно вы будете проезжать по этих мостах. Два моста. Все ошибочно думают, что эти два моста были построены одновременно, но нет. Сначала был построен один, а потом второй. Ближе я, к сожалению, не подойду. Как вы видите, белый баннер, и вон там все перекрыто. То есть я так понимаю, что мосты тоже будут на реконструкции. Но что нам известно? Нам еще известно, что высота этих мостов 20 метров. Читала, что некоторые специально покупают билеты в направлении Варшавы и Гданьска, чтобы специально проехаться по этому мосту, потому что именно проезжая этот мост, нам открывается чудеснейший вид на замок и на старый город. Сразу около дворца Заходнего, дворец Заходний, Ольштин, находится озеро Długie. Озеро длинное, и название неспроста. Если мы посмотрим на карту, видно, что действительно озеро очень-очень длинное. Конечно же, там, то ли солнце, то ли я не вижу, но живут здесь лебеди, чайки, уточки, все как должно быть. Сделана зона очень классная, велодорожка для пешеходов отдельно, лавочки. То есть, знаете, такая себе еще одна городская достопримечательность. И очень классно, когда природа вливается в город, а город вливается в природу, что тут все очень гармонично. У меня еще по маршруту другое озеро, там находится центральный пляж.
поэтому я еще гуляю по природе. А знаете, как классно после насыщенного дня с архитектурой, с городом, когда ты касаешься природы. Вау! Предоставляю вашему вниманию следующее озеро, езеро Чарне. Это не то озеро, где есть центральный пляж, я еще до этого озера не дошла. Просто по дороге мне встретилось еще одно озеро. Вот. Ну супер, там за озером спортивный комплекс, стадион. Тут детская площадка, большой парк. Но чем не красота? Ну что ж, друзья, вот я и дошла до городского пляжа. Напомню, что это третье озеро. И действительно тут видно, что это городской пляж, потому что там песок. Есть специальный пункт, где можно взять катамаран, покататься, конечно же, не сейчас, не в такую погоду. Там же был залит каток. Инфраструктура все полностью сделана, есть набережная, люди катаются сейчас на байдарках, тут же полиция, тут же некоторые ресторанчики, тут же детская площадка. Ну, городской пляж, значит городской пляж, да, все официально и все сделано для людей. Единственное, что мне интересно, если вы знаете или вы живете в Ольштине, напишите мне в комментариях, можно ли тут купаться, потому что я вижу, что там песок насыпан, но мне интересно, купаются ли в этом озере люди или так же, как в Варшаве, что есть пляж, да, на Висле, но в воду никто-то не лезет, потому что запрещено купаться в Висле. Мне интересно, можно ли купаться здесь. Вот. Так что в этом же месте я буду с вами прощаться. Посижу еще тут часок, у меня еще есть время. Подышу свежим воздухом, подышу всеми легкими. И как вам Ольштен? Напишите в комментариях, понравилось или нет. Для меня Ольштен большое открытие. Я не ожидала, что город исторически очень красивый, да, очень архитектура красивая, много исторических зданий сохранилось, но для меня еще открытие, что город действительно очень зеленый, очень чистый, и природа тут просто вплетена в город. Мне кажется, что можно смело сказать, что город и природа тут едины, и это чудесно. Тут же курс по байдаркам. Я еще, кстати, никогда не каталась на байдарках. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Спасибо, что 2 видео вы посмотрели. Я надеюсь, что вам было интересно. Жду от вас комментарии, обратной связи. Буду с вами прощаться. Спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова в комментариях. Увидимся в следующем видео, а может и в следующем городе. Пока-пока. Cześć wszystkim.